Здравствуйте, друзья! Мы опять с вами. Сегодня я хочу рассказать, как я и мой муж Олег попали в Португалию. 20 лет назад я решила поехать в Европу поработать. И я родилась в Вильнюсе, в Литве. Мы с братом нашли компанию, которая предлагала работу как раз в Португалии. Поэтому я могу сказать, что в Португалию я попала случайно. Олег, мой муж, приехал в Португалию на 2 года раньше меня. Он приехал из Кишинева и приехал нелегально. И 2 года он находился в Португалии нелегально, пока вот не сделал себе документы. Мои первые впечатления о Португалии, наверное, был шок, потому что все-таки это совершенно другая страна, другие люди, другой климат. Было очень тепло, мне понравилось, я люблю теплый климат, поэтому, когда вот мы приехали, была хорошая погода, солнце, много солнца, люди такие приветливые, но напугал язык. А когда я вышла, я помню, я услышала мужчину, который говорил по телефону, и набор шипящих звуков меня испугал, потому что я думала, это будет испанский красивый язык, какой-то диалект, а оказалось что-то вообще совершенно другое. Очень сильно впечатлил океан. Я еще с подросткового возраста мечтала увидеть океан, потому что у нас был сосед, летчик, и он как-то рассказывал, что он был в какой-то стране, и на берегу океана его впечатление меня так это все впечатлило и поразило, что я всегда мечтала попасть на океан. Поэтому могу сказать, друзья, мечтайте осторожно, мечты сбываются. Когда я уже находилась в Португалии, то есть я приехала, как сказала, уже через литовскую фирму, но они нам предложили условия не совсем такие хорошие, как обещали, поэтому мы начали искать работу сами. И таким образом у меня был контакт Олега, его дали мне знакомые из Литвы и сказали, что этот человек может помочь найти работу. Я ему позвонила, сказала, что мне нужна работа, и таким образом мы с ним познакомились, встретились. Мы с Олегом, хотя нашли друг друга на тот момент уже, но без трудностей, конечно, не было. Потому что в первую очередь, наверное, нужно было как-то вот интегрироваться в португальскую жизнь, в плане языка, потому что я языка вообще не знала. Олег на тот момент уже хорошо говорил, но я его учила дома, сама, по книгам. Об этом потом мы можем тоже еще более подробно рассказать. Сейчас на данный момент это сделать намного легче, потому что есть много учителей, много курсов. Далее были какие-то такие трудности по работе, конечно, потому что без языка сложно найти работу, по крайней мере, какую-то работу более оплачиваемую и, наверное, более приятную. Вот. Начинали мы с совершенно простых работ. Олег начинал со стройки, а я начинала с ресторана, я там убирала. В следующих выпусках мы расскажем вам более подробно о каких-то проблемах, которые могут встретиться на пути иммигранта, и расскажем вам, как их обойти. Португалия славится своей кухней. Да, это так. Но эта кухня совершенно не похожа, конечно же, на кухню Восточной Европы. Меня вначале, наверное, все-таки она не впечатлила, но потом со временем я ее оценила. О кулинарии Португалии мы потом тоже попозже с вами еще поговорим, потому что на самом деле она у них очень богатая, разнообразная, и о ней стоит немножечко поговорить подробнее. Одна из любимых традиций Португалии, а также уже и моя, и моего мужа, выпить кофе где-нибудь у океана каждое утро. Мы называем это 5 минут для нас. Мы с Олегом были молодые и, естественно, много мечтали, хотя мы и сейчас много мечтаем всегда с ним. И главная мечта наша была всегда купить свою квартиру. Знаете, это очень важно для нас было, потому что хотелось, чтобы было что-то свое, и чтобы не нужно было каждый раз спрашивать хозяина, забить лишний гвоздь на стенке, чтобы повесить фотографию, например.
Эта мечта прошла через вот все наши вообще трудности. Мы к ней шли. Наверное, все, что мы делали, мы шли именно к этой мечте. Эта мечта осуществилась. Мы купили квартиру свою спустя 7 лет, после того, когда приехали в Португалию, когда начали жить вместе. Мы прибегли к ипотеке. Ипотеку в Португалии, должна заметить, могут получить нерезиденты ЕС также. Но на эту тему мы поговорим потом тоже более подробно. При выборе квартиры также рекомендую обратить внимание на отопление, чтобы и зимой вам было комфортно. Я хотела бы очень подробно рассказать вам о том, как мы выбирали свою квартиру. Этот опыт очень интересный, я думаю, и он полезный будет для вас. Мы хотели квартиру, да, но четко понимали, что есть несколько аспектов, которые нельзя изменить ни в каком случае. То есть самое главное – это расположение квартиры, ее величина, потому что эти два момента ни в коем случае нельзя поменять после того, как вы квартиру уже купили. И когда мы выбирали свою квартиру, мы решили, что мы хотим обязательно на берегу океана, чтобы был вид из окна хотя бы, да, был виден океан. Второй момент, который мы очень хотели иметь в своей квартире, это терраса. На последнем этаже с видом на море, чтобы выйти на террасу, и можно было завтракать на этой террасе. И в итоге мы пришли вот к чему. Мы с Олегом сделали такой список, большой список. Мы в этом списке написали все, что мы хотели бы иметь в своей идеальной квартире. Когда мы просмотрели этот список, оказалось, что квартира была очень идеальная, но она была бы очень-очень дорогая. И такую квартиру на тот момент мы не могли бы себе позволить купить. Поэтому мы начали смотреть какие-то вот пункты, вычеркивать, которые были менее важные, скажем так. Остались самые важные. Самое важное для нас, как я уже сказала, это был вид на океан, терраса и последний этаж. Также добавили вот гараж или парковочное место, чтобы было, потому что это тоже удобно. И таким образом у нас осталось несколько пунктов обязательных, ну а дальше мы решили, если что-то будет, это будет большой плюс, но от чего-то уже, от чего можем отказаться, там уже как получится. И таким образом мы начали искать квартиру. Конечно, на последнем этаже с террасой квартир, по крайней мере на тот момент, было не так много, хотя их всегда немного, так как это такие немножко необычные квартиры. Но поиск при этом был сужен очень сильно, и нам было легко выбрать. Их было немного, поэтому как бы выбрали достаточно быстро. У нас на выбор было 2 квартиры. Только одна квартира имела окна с выходом на север и юг, а вторая квартира имела окна с выходом на восток и запад. Вы знаете, здесь тоже важный, наверное, вопрос, потому что север обычно, он немножечко темнее получается. То есть вот там вот была гостиница, кухня, которые входили на север, они были достаточно затемненные. Мне нравится очень много света. Я очень люблю дома, чтобы было много света. Поэтому вот из этих 2 квартир в здании мы выбрали свою. У нее, получается, спальни выходят, 2 спальни выходят на восток, и все остальное выходит на запад. Это очень удобно, потому что много солнца получается. И терраса стоит тоже на запад. Ну, на западе, естественно, у нас море, поэтому у нас вид на море, на океан точнее. Вот. Одним из главных пунктов нашего списка была терраса. И она у нас есть, чему мы несказанно рады. Поэтому не забывайте записывать в свой список самые главные аспекты, которые вы хотели бы иметь в вашей квартире. Поэтому, в общем, когда мы выбрали свою квартиру, она оказалась идеальной нашей квартирой, именно та, о которой мы мечтали. Я хочу повториться, что очень важно в первую очередь выбрать локацию недвижимости
какую-то площадь, которая вам необходима, потому что эти две вещи нельзя поменять потом никак. Можно снести стены, можно поменять окна, можно ее перекрасить, да, но нельзя поменять эти две вещи. Поэтому вот очень важно вначале просмотреть, что вам нужно, что необходимо должно быть в какой-то вот определенной близости к вашей квартире. Если у вас есть дети, понятно, вам, скорее всего, нужен будет садик, школа, те же магазины, аптека, например, да. Если вы хотите что-то более тихое, спокойное, да, какую-то зону, чтобы меньше шума, это не должно быть центр города, соответственно. Это можно, опять же, выбирать в зависимости от того, как вы хотите, например, привязаться к чему. Может быть, к работе. Да? Мы не привязывались к работе, но при этом, например, когда мы выбирали школу и свой офис первый, мы их нашли относительно близко друг к другу. То есть мы едем из дому, берем детей в школу и со школы сразу едем в офис. Португалия безопасная страна. Она всегда входит в 5 самых безопасных стран мира. Поэтому за детей можно быть спокойными. А также паспорт Португалии дает возможность путешествовать по 184 странам мира без визы. Друзья, я думаю, что эта информация была полезна для вас. Но если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста. Я буду отвечать на ваши комментарии, рассказывать дальше более подробно. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы будем делать много разных видео, учитывая ваши пожелания и рассказывая более подробно о жизни в Португалии. Так как мы сами мигранты, мы прошли весь этот путь от начала, мы знаем, как покупать квартиру, потому что мы ее купили сами. Будем вам рассказывать все. Не забывайте, что у нас наше агентство по недвижимости находится в Португалии уже 14 лет, и мы с удовольствием поможем вам выбрать хорошую недвижимость, удобный кредит и рассказать вам все о жизни в Португалии.